Мы с самого начала заявили о том, что мы будем иметь нормальные партнерские отношения со всеми политическими партиями, в том числе с правящей партией страны. То, что касается моей предвыборной платформы, то главное, на что я хотел бы обратить внимание, это о необходимости закончить с противостоянием Россия-центр. Если этого не произойдет, то наша ситуация в стране будет ухудшаться. Я не раз бывал в республиках национальных, союзных, и там говорили, пока вы, русские, в Москве не договоритесь, у нас будет продолжаться вот та ситуация, как сейчас. И все подтверждается. Уже многие наши союзные республики окровавлены, и ситуация нисколько не улучшилась. Поэтому это главное закончить. Но не по формуле подчинить Россию центру, а скорее найти ту правильную компромиссную формулу, при которой интересы России были бы полностью защищены, но не было бы противостояния, потому что ни одно государство не может управляться из нескольких центров. С моей точки зрения, Россия – это основа государства. Оно формировалось так изначально. Поэтому цель и партии, и меня как кандидата в президенты – это вернуться к естественно-историческому пути развития. А для этого не должно быть господства какой-то идеологии и какого-либо политического течения. Второе, главное, это решить правильный национальный вопрос. Наше государство самое многонациональное и самое огромное по территории. Поэтому, если мы неправильно и сегодня решим национальный вопрос, мы не двинемся с места. Сегодня экономика в большинстве своем буксует именно из-за этого. Никто не хочет вкладывать деньги, развивать производство, никто не знает, какая это будет территория, какой флаг будет развиваться над этой территорией. Я сразу скажу, что я против того, чтобы хоть 1 метр советской территории оказался под юрисдикцией чужого иностранного флага. В этом смысле я бы хотел, чтобы вопросы суверенитета решались в области экономики. Надо дать экономический суверенитет, дать столько экономической власти всем регионам, областям, республикам, чтобы они, выражаясь бытовым языком, захлебнулись этой властью и попросили бы центр обратно отдать ему часть полномочий. Вот такая должна модель быть. Не скрипеть, не отвергать притязания краев и территорий на их полномочия в экономике, а отдать как можно больше. И у центра сохранить только 7 вопросов раз и навсегда. Это внешняя политика, оборона, финансы, транспорт, связь, энергетика и экология. Это то, чем занимаются в Париже, в Вашингтоне, Лондоне, Бонне и так далее. Этим самым должна заниматься и Москва. И не надо здесь путать вопрос, так сказать, и выдумывать какую-то новую структуру, а использовать то, что уже есть в мире. Поэтому национальный вопрос, как результат конечный, я откровенно скажу, чтобы меня потом не обвинили, что я скрыл до избрания меня на пост президента. Как некоторые депутаты прошли в парламенты по спискам одной партии, а потом из нее вышли или вступили в другие партии. Я не хочу, чтобы меня обвинили, что я обманул. Так вот, я вижу конечный итог суверенитета в национальном вопросе, это все-таки отказ от национального деления страны на регионы по национальному признаку. Потому что ни в одной стране мира такого нет. Должны быть регионы, пожалуйста, области, губернии, как хотите, департаменты, штаты, но национальное деление провоцирует гражданскую войну, провоцирует осложнение и постоянное будирование национального вопроса, который самый сложный, самый больной, и нигде, ни в одной стране мира до сих пор не решен. И в богатой Канаде, и в культурной Франции, и в бывшей братской Югославии. Он везде принимает кровавые формы, если его постоянно, так сказать, будировать. Вот мы чем занимаемся последние годы, это мы поднимаем национальный вопрос. Тогда как возможный будущий президент России, я хочу поднять русский вопрос. Не потому, что я хочу, чтобы опять господствовала русская нация, а потому что мы все вопросы национальные подняли, всех наций, со всех краев, но забыли о русском народе. 155 миллионов русских никому не нужны. Особенно в плачевном положении они оказались в национальных республиках. 25 миллионов русских там превратились в людей второго сорта. Поэтому я бы очень хотел, чтобы новый президент России был не только президентом России, но и президентом всех русских, проживающих на территории СССР, и всех русскоязычных, и взял бы под свою защиту все малые народы. Я прямо скажу, вот у нас колеблется центр, что сделать в Грузии. Я бы стал на сторону, защищал бы абхазцев и осетин. Малые народы, которые сегодня демократическое правительство Грузии практически превращает в людей второго сорта и уничтожает на наших глазах. Уничтожает. Поэтому я прямо говорю, что нужно, чтобы президент России занял четкую позицию. Не надо с ними встречаться в предгорьях Кавказа. Пусть они сюда приезжают, в Москву. Одной из причин, так сказать, поднятия суверенитета России, даже в таком маленьком вопросе, если я буду избран, я перенесу резиденцию президента России сюда, в Кремль.
Они должны сидеть рядом вместе, два кабинета, президента СССР и президент России. Тогда будет больше порядка, и люди, и население всей страны поймет, что Россия, Москва, центр и СССР – это одно и то же. Только эта единая политика сможет нам дать возможность ренессанса. А Россия больна ренессансом, но нет хорошего акушера. Вот нужно, чтобы это произошло. Далее, я знаю, что морально-политический климат в стране не самый благоприятный. И я обещаю принять все меры, особенно это касается отношения к правящей партии. И я обещаю принять меры к прекращению антикоммунистической вакханалии в отдельных регионах и в отдельных аудиториях. Естественно, в рамках закона, но этого антикоммунизма допускать нельзя. Мы шарахаемся от одной крайности в другую. То коммунизм, мы все, так сказать, за это, то вдруг теперь часть населения антикоммунисты. Слово «русский», «коммунист» — это уже стало почти оскорблением. «Офицер» — это уже стало оскорблением. Это нельзя допустить. Морально-психологический климат в стране, он повернулся против государства. Ни одно государство в мире не допустило бы создания на своей территории такого количества организаций, которые прямо поставили цель уничтожить это государство. Этого бы никто никогда не допустил. Поэтому демократия предполагает разрешать партии, разрешать газеты, но демократия предполагает и обратный процесс. И запрещать партии, запрещать газеты, приостанавливать действие отдельных законов, вводить новые законы. Мы понимаем только в одном направлении. Или все запрещено десятками лет, ничего нельзя, все мы превращаемся в холопов. Или все разрешено, вакханалия, анархия, никто ничего не знает. Главная экономика. Я знаю, вы скажете, а что же в экономике? Мол, все мы знаем, как плохо. Что в экономике? В экономике нужно начать с нулевого варианта. Нужно, во-первых, если я буду избран президентом России, то уже на первый день после объявления результатов выборов вместе с президентом СССР мы выступим с совместным заявлением и заявим, что закончилось противостояние Россия-Центр и закончилась гражданская война в СССР. Все граждане, независимо от политических убеждений, от национальности, от социальной принадлежности, должны находиться под одинаковой защитой президента России и СССР. Закон должен действовать во времени и пространстве на всей территории СССР. Сегодня нет законов. И еще древнегреческий философ Платон говорил, тогда не было ни России, ни Европы. Он сказал, то государство, где закон не имеет силы, или находится под властью какой-то силы, это государство погибнет. Вот мы гибнем сегодня. Потому что главная позиция – это идеология нашей партии и моя личная позиция как юриста и как юриста-международника. Только закон. Все действия в рамках закона и, естественно, в рамках новой Конституции и нового гражданского и уголовного законодательства. Теперь об экономике. Здесь тоже нужно принять нулевой вариант. Нужно снять все ограничения со всех видов экономической деятельности. Наши граждане не знают, чем можно заниматься. У нас до сих пор действуют запреты. Мы все призываем их, занимайтесь бизнесом, частным предпринимательством. Но мы все забываем, что есть статья в Уголовном кодексе, которая запрещает это. И в любой области любой следователь, прокурор может возбудить дело против того гражданина, который будет заниматься тем, чему ему призывают с этих высоких трибун. Поэтому пока будет у нас разрыв между идеологией, политикой, экономикой и правом, мы никуда не двинемся. Поэтому это должно быть единый комплекс мер. Новый президент, новая конституция, новое законодательство, новая экономика повсеместно, одновременно, сразу. Или мы входим в рынок, или мы отказываемся. Нельзя в мешках передвигаться, нужно снять мешки с ног. Бег в мешках – это аттракцион. Это вызывает смех в парке культуры и отдыха. Вот так мы вызываем сегодня смех у Запада, когда в мешках пытаемся перейти, так сказать, в другую систему или наладить экономику. В этом смысле я тоже за то, чтобы вот эта моя программа, она вроде бы такая согласительная. То, что хочет Дем Россия, это тоже программа нашей партии и моя. Все виды собственности, универсальный подход. И налоговая политика в интересах производителей, а потом впоследствии в интересах потребителей, но при этом опять нельзя наносить удар по госсектору. Мы помешали развиться частному сектору, кооперативному, а теперь наносим удар и по государственному сектору. Поэтому корпус директоров, рабочие крупных предприятий не должны бояться, что приватизация покончит с государственным сектором. В любой стране мира госсектор это от 30 до 60%. Поэтому не надо вызывать страх. Мы вызываем страх, рисуя нового политического врага,
теперь на страх мы рисуем нового экономического врага. Директор враг и рабочие враги, а герои, бизнесмены, кооператоры и так далее. Вот нужно дать всем равные возможности, одинаковую налоговую политику, и в равных условиях пусть они все соревнуются, все как хотят. То же самое в сельской местности. И колхозники, и фермеры пусть работают так, как они хотят, и пускай в нормальной конкурентной борьбе где-то колхоз крупный поглотит фермеров, а где-то фермеры растащат слабый колхоз. И пусть это все постепенно идет, только на экономической основе, без политики, без идеологии. Если мы повернем эту модель, впереди экономика, а потом проистекающие отсюда социально-политические процессы, мы выиграем. Но пока у нас впереди идеология и впереди у нас политика. Отношение к армии. Здесь тоже вопрос у нас был извращен. Население неправильно восприняло критику в этом вопросе. Если военная промышленность, может быть, действительно слишком много денег взяла из бюджета, то причем здесь солдаты и офицеры, они у нас тоже самые бедные в мире. По роду работы я изучал иностранные армии. Самые бедные офицеры и солдаты в нашей армии. А мы вновь наносим удар, мы говорим, что деньги там находятся, сократим армию, сократим расходы на армию. Надо правильно понимать, военный бюджет сократить в смысле военных заводов, но при этом тоже не надо наносить удар по современной технологии. Если закроем наши мощные заводы, которые могут дать валютную продукцию, я лично сперва продал бы эту валютную продукцию. И когда там на внешнем рынке не будет потребителя на продукцию наших военных заводов, вот тогда они должны постепенно переходить на гражданскую продукцию. А здесь опять мешает идеология, почему мы продаем танки. Да все нужно продать туда. Тот рынок нас пускай не интересует, нас должны интересовать товары оттуда. Вот все, что нам нужно завести оттуда, мы должны туда продать часть нашей продукции. И здесь опять нам мешала всегда идеология. Вот мне она не будет мешать. Я свободен от догм. Я, так сказать, всегда был вот в том политическом ключе, как сейчас. Я из потомственной семьи юристов, мой прадед был юристом, это было при царе. Мой отец был юристом, это было до войны, при сталинском режиме. И я сегодня юрист, и мой сын поступил на юрфак. Поэтому это одна позиция. Во всем мире 80% руководителей гуманитарии. У меня двойное гуманитарное образование. У нас самый больной вопрос – это национальный вопрос. Я с отличием окончил Институт стран Азии и Африки. И жители большинства наших тюркоязычных регионов, они относятся как раз к моей профессии. Казахстан, Средняя Азия, Закавказье, Ближний Восток. Я могу сейчас здесь обратиться к тюркоязычным депутатам на их родном языке. И им тоже, наверное, было бы приятно, что президент России понимал, знал культуру, язык этого многомиллионного народа в нашей стране, в нашей России. И чтобы вы поняли, я перехожу. Şimdi ben Türkçe konuşabiliyorum. Çünkü bugün biz Cumhurbaşkanı seçebiliriz. Ama ne biçim bu Cumhurbaşkanı olacak sizinle bağlıdır. И я вновь возвращаюсь к русскому языку, потому что я очень уважаю его. Я бы очень хотел, чтобы вся страна уважала русский язык. Как его сегодня уже уважают в Европе и Америке, и очень плохо относятся в Прибалтике и в некоторых других регионах. Поэтому я считаю, что вот весь комплекс вопросов должен быть решен по-иному. И внешняя политика. Многие говорят экономическая программа. У нас их много экономических программ. Но где взять деньги? Я предлагаю деньги. Один из источников – это другая внешняя политика. Кардинальным образом другая. Вчера вы узнали из средств массовой информации. Менгисту Хайлю Мариам из Эфиопии бежал. Это тот режим, в который мы вложили миллиарды. Он бежал, а кто нам вернет наши миллиарды? Кто вернет их из Африки, из Латинской Америки, из Азии? Это же немыслимая внешняя политика. Мы вложили миллиарды, мы уничтожили наших людей, а эти режимы рухнули. Вот та внешняя политика, а я имею полное право о ней говорить, потому что я дважды международник и по первому образованию, и по второму. Я могу с президентом Франции говорить с ним на родном языке один на один. Когда нам говорят, что наши руководители говорят один на один, это неправда, там всегда переводчики. А вот я с ними буду говорить один на один. И с Колем по-немецки, и с Бушем по-английски. И я уже говорил с ними в Бонне один на один. Я убрал членов своей делегации и попросил выйти дипломатов немецкого министерства иностранных дел. И один на один говорил с господином Шефером, заместителем министра иностранных дел Геншером Федеративной Республики Германии. Так что я это не только теоретизирую, я это уже сделал. Я побывал в 10 странах Европы, Азии и Америки, и везде встречался с теми, от кого зависит будущее нашего мира, и не нашел с их точки зрения противоречий и противодействия к той внешней политике, которую я мог бы проводить. Вы скажете, вы президентом России будете, но я хотел бы, чтобы у России и у Советского Союза была одна внешняя политика. Так вот, во внешней политике нужно перейти
от отношений Запад-Восток к отношениям Север-Юг. Они более безопасные, более экономичные. Тогда мы будем иметь друзьями тех, кто обладает высокой культурой, высокой технологией. Это Северная Америка, это Северная Европа, это Япония. А сегодня наши друзья, к сожалению, не отличаются высокой культурой и богатством. Мы как бы специально себе выбирали самых бедных, самых слабых, и в конечном итоге сами превратились в таких. Это русская пословица: с кем поведешься, от того и наберешься. Надо стремиться к богатству, а мы всю жизнь у себя в стране богатых приравнивали к бедным. Мы все равны, потому что мы все бедные. И в международной обстановке у нас с друзьями были самые бедные. Мы хотели, чтобы богатые страны рухнули, и весь мир стал бедным. Однако весь мир пошел по-другому. Все хотят быть богатыми, поэтому давайте мы сделаем Россию богатой и культурной, чтобы союзные республики не отбивались от нас боевиками и другими флагами, а чтобы они просили, слали сюда делегации, как они слали русскому царю. Когда грузинский царь прислал сюда 200 лет свою делегацию, Грузия погибала, заливаясь кровью от чужеземных захватчиков. И в этом трактате написано: на вечные времена с Россией. Это Грузия просила, а сегодня они отвергают. Сегодня там войска Закавказского военного округа, это оккупанты. Если бы там не было нас, не было бы Грузии и Армении на политической карте мира. Я это заявляю как востоковед. На картах Генерального штаба иранской и турецкой армии нет Грузии. Там все это заштрихтовано, как провинции или вилаяты Турции и Ирана. Там не написано Батуми, Батум-Кале, Сухум-Кале. И потому что там стоят советские войска, поэтому существует Грузия и Армения. И вот вам благодарность уже от совсем близких братьев. Сперва они вышвырнули нас с Восточной Европы. Они сбрасывают наши танки с пьедесталов. Зачем наши танкисты пришли 9 мая в Прагу? Чтобы теперь они там, новые демократы, измывались над памятью наших солдат-офицеров. Это удар, который нельзя больше переносить. Мы должны понять, что Россия должна вести другую политику. Вы видите, как они нас предают и в Африке, и в Европе, и в Азии. А новый президент, новая Россия должны так быстро стать могучей новой державой, чтобы и в Восточной Европе поняли, что на Западе есть сильная Германия. Но мы больше не придем на помощь. Мы скорее договоримся с Германией. На юге есть сильная Турция и Иран. Больше русские солдаты не будут свою кровь проливать на Кавказе. Мы быстрее договоримся с турками и с Ираном. Вот пусть они подумают о будущем их стран. Они стремятся к независимости, надо дать. И пусть в назидание всем народам Советского Союза погибнет Грузия и Армения. Она погибнет в течение года, не будет этих двух республик. Мне очень это жалко, но это произойдет, потому что они находятся в том регионе, где они не смогут быть самостоятельными. Я о чем говорю? Я никому не желаю плохого. Я говорю о России. Давайте проводить новую политику, чтобы нас уважали, чтобы хотели с нами, чтобы там сидели делегации со всех краев и просили: Россия, помоги, мы хотим быть с тобою. А сегодня от нас отбрыкиваются. Мы никому нигде не нужны. Нам говорят: долой, убирайтесь, блокада, перекрывают железные дороги. Поэтому только другой, новая концепция и решение внутренних вопросов и внешней политики поможет России пережить ренессанс и стать мощной, культурной, богатой державой. Я понимаю, вы утомились. Но когда вы изберете меня президентом или население, вам придется слушать президента до конца. Как на Западе, хоть 24 часа. Пока я кандидат, я заканчиваю, но в принципе президента нужно слушать до конца. А я пока кандидат. Поэтому в заключение я еще раз прошу, если мы хотим, чтобы стать свободной демократической страной, я вас очень прошу, подумайте о дате выборов и о проведении предвыборной кампании. Потому что пока это не свободные выборы. Поверьте мне, давайте этот страх поборем. У нас население боится новой экономики, боится новых политических партий. Сегодня вы депутаты, вы уже разных политических взглядов, но мы опять боимся провести нормальные выборы по европейским стандартам. Мы уже поторопились. Уже была ситуация, когда вчера было рано, завтра поздно, только сегодня. Вот 12 июня мне очень напоминает 25 октября 2017 года. Давайте не торопиться. Пусть это будет медленно. Население, пускай наше созреет и спокойно за лето посмотрит, кто эти 5-6 кандидатов.